Английский Лестер, который вылетел в чемпионшип, решил уволить главного тренера команды. Нидерландский специалист Рут ван Нистелрой в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера Лестера. Об этом сообщает издание Джимми Ес. По информации источника, у нынешнего наставника запланирована встреча с руководством на этой неделе, где ему сообщат об отставке. Также отмечается, что клуб попытается договориться с шотландским специалистом Расселом Мартином, который работал в Миллволе, Суонси и Саутгемптоне. Кроме того, известно, что команда рассматривает возможность договориться с главным тренером Комо Фабрегасом или же с наставником Шеффилда Дани Релем, но Мартин пока является наиболее реальным кандидатом на должность. Пеп Гвардиола нашел замену Де Брюйне. 33-летний звездный футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и горожане не будут продлевать контракт. По информации издания Фитчес, английский Грант уже нашел замену бельгийскому хавбеку. Наставник команды Пеп Гвардиола хочет летом видеть в команде хавбека ПСЖ Жоау Невеша. Парижанам будет предложен солидный чек, а именно 100 миллионов евро. Отметим, что в этом сезоне Невеш провел 42 матча, забил 5 голов и отметился 9 ассистами. Дорогие зрители, а перед тем, как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Бавария оставляет в своем составе экс-защитника Тоттенхэма. Немецкая Бавария ведет активные переговоры с английским защитником Эриком Дайером относительно продления контракта. Соглашение спортсмена с клубом истекает летом текущего года. Хотя переговоры находятся на стадии обсуждения, и футболист, и клуб желают работать вместе и в дальнейшем. Напомним, защитник присоединился к команде зимой 2024 года на правах аренды. Дайер настолько качественно проявил себя, что руководство решило подписать игрока как свободного агента. Манчестер Юнайтед готов заплатить огромные деньги за трансфер вратаря Реал Мадрида. Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин летом может перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает издание Passion Football. Английский клуб заинтересован в подписании не только 26-летнего вратаря сливочных, но и полузащитника Галактикос Чуамени. Видеть этих игроков на Олд Траффорд хочет непосредственно главный тренер «Красных дьяволов» Рубен Аморим. На подписание Лунина и Чуамени Манчестер Юнайтед готов выделить 100 миллионов евро. Отмечается, что эта сумма должна убедить Реал продать украинца и француза. Барселоне предложили 300 миллионов за своего лидера Ламина Ямаля. 17-летний испанский вингер Барселоны Ламин Ямаль заинтересовал ряд европейских клубов. По информации издания Ель Нашиональ, к испанцу проявляют интерес ПСЖ, Ливерпуль, Челси и Манчестер Сити. Но наиболее существенное предложение каталонцам сделал один из клубов Саудовской лиги, а именно 300 миллионов евро. Каталонцы и сам Ямаль понимают, что такие деньги могут улучшить финансовое положение клуба, но ни Барса, ни сам испанец на данный момент не хотят разрывать отношения. Две английские команды вернулись в АПЛ. Бёрнли и Лидс завоевали путевки в АПЛ по итогам сезона 2024-2025 годов. Обе команды имеют по 94 очка. Они гарантированно не опустятся ниже второго места в чемпионшипе. Бёрнли возвращается в АПЛ после перерыва в 1 сезон, Лидс в 2 сезона. Отметим, что третьим за 2 тура до завершения идет Шеффилд Юнайтед. У команды сейчас 86 очков. Также в зоне плей-офф находятся Сандерленд, Бристоль и Ковентри. Дорогие зрители, а кого третьим вы бы хотели видеть в АПЛ? Сандерленд, Бристоль, Ковентри или Шеффилд? Пишите в комментариях под этим видео. Именно эти команды, скорее всего, и разыграют последнюю путевку в АПЛ. Барселона потребовала перенести свой поединок чемпионата Испании. Барселона обратилась в Ла Лигу с просьбой перенести время матча 34-го тура чемпионата Испании против Вальядолида.
Это связано с желанием клуба лучше подготовиться к ответному матчу полуфинала Лиги чемпионов с Интером. Проведение матча Вальядолид-Барселона запланировано на 3 мая 2025 года. Клуб предлагает начать встречу на несколько часов раньше. В письме каталонцы просят изменить расписание, чтобы футболисты команды смогли раньше вернуться с выездного матча чемпионата Испании в Барселону, поскольку через 3 дня Блаугранас сыграют матч с итальянским клубом в Милане. Ранее главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик раскритиковал решение лиги провести матч с Вальядолидом в последнем временном слоте игрового дня. Игрок сборной Германии близок к смене команды. Немецкий Вердер следит за 28-летним ключевым игроком Боруссии Дортмунд Юлианом Брандтом. Как сказал инсайдер Флориан Плеттенберг, клуб из Бремена мониторит ситуацию игрока, контракт которого истекает летом 2026 года. Однако сам Брандт не желает оставаться в Боруссии и является одним из кандидатов на выход. Единственной проблемой в потенциальных переговорах между Вердером и Юлианом является запрос футболиста относительно зарплаты, которая слишком велика для музыкантов. Отметим, что в этом сезоне Юлиан отыграл 41 поединок, отдав 11 голевых передач и забив 4 мяча в ворота соперников. Жирона близка к вылету в испанскую сегунду. В игре 32-го тура чемпионата Испании Жирона уступила Бетису со счетом 1-3. Команда проиграла 4-й матч подряд. До этого были поражения от Осасуны, Алавеса и Барселоны. При этом серия без побед теперь составляет 10 матчей. Последний раз команда побеждала 3 февраля против Лас-Пальмаса. Сейчас Жирона занимает 16 место в Ла Лиге. От 18-й позиции, которая находится в зоне вылета, команду Мичела отделяют всего 3 очка. Всего лишь за один сезон клуб, который в прошлом году завоевал медали, близок к тому, чтобы покинуть высший испанский дивизион. Защитник Барселоны заявил о намерении покинуть каталонский клуб. Правый защитник Барселоны Эктор Форт хочет летом уехать в аренду в другую команду, сообщает Ель Националь. 18-летний испанец сообщил руководству клуба, что хочет уйти в аренду, чтобы иметь больше игрового времени. Отмечается, что окружение футболиста уже работает со спортивным директором клуба Деко над поиском клуба Ла Лиги, куда футболист может уйти в аренду, хотя также не исключается переход в иностранный чемпионат. Деко настаивает на том, чтобы отпустить игрока в аренду без права выкупа. Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик не возражает против ухода игрока. Отметим, что 18-летний правый защитник Форт сыграл 14 матчей за клуб в течение этого сезона. Настоящая сенсация в Кубке Нидерландов по футболу. Победителем Кубка Нидерландов стал сенсационный Go Ahead Eagles. В финале команда обыграла АЗ Алкмар со счетом 4-2 в серии пенальти. При этом в основное время команды также по разу забивали с пенальти. Отметим, что Go Ahead Eagles выиграл турнир впервые в своей истории. Теперь голландская команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы УЕФА. Атлетико Мадрид увольняет своего наставника Диего Симеоне. Мадридский Гранд Атлетико запланировал большие перемены на лето 2025 года. По информации El Gol Digital, мадридцы готовы распрощаться с главным тренером-аргентинцем Диего Симеоне, который тренирует клуб с декабря 2011 года. Руководство мадридского клуба считает, что пришло время перемен. Аргентинца может спасти только чудо. Клуб должен выиграть Ла Лигу. Отметим, что Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в футболе. Он за год зарабатывает 25,9 миллиона фунтов стерлингов. Дорогие зрители, с вас лайк и подписка на канал. Спасибо за то, что с нами.